Для того, чтобы добавить нити такого же цвета, и если у нас закончились по бокам, я немножко расслабляю свой последний узелок. И сейчас беру нить. У меня это другого цвета, у вас это нить в цвет. Я надеюсь, что вы понимаете. То есть это просто добавление. И мы будем имитировать, как будто бы у нас плетется квадратный узелок. И проплетать его, вот этот последний узел, нитями, которые у нас еще с вами остались. Затягиваем, а дальше продолжать уже будем нитями, которые мы дополнили. Боковые нити скрываем потом за заднюю стенку нашего плетения, и все. Вот такой вот вариант, достаточно простой, и которым можно легко пользоваться, если вдруг вы ошиблись с длиной нитей. Далее вариант, когда у нас закончились центральные нити. Вдруг это случилось, то мы берем опять нить в цвет, у меня другого цвета, чтобы вам было нагляднее и понятно. И заворачиваем как бы назад, а нити новые у нас легли посередине, и их уже следующим узлом мы как бы фиксируем. И это все, весь секрет. Далее продолжаем плести квадратные узлы, так как боковые нити у нас не закончились, а центральные вот мы с вами добавили. Когда закончатся боковые, мы знаем, что делать, потому что первый вариант был посвящен этому. Если у нас закончилась крайняя нить, то мы сейчас с вами делаем наметки, как мы будем плести квадратный узел. Берем дополнительную нить, и вот таким вот образом мы должны зафиксировать нашу дополнительную нить, как бы имитируем продолжение плетения той нитью, которая у нас заканчивается. И этот маленький отрезок, который у нас будет торчать, мы его можем легко скрыть за заднюю стенку нашего плетения. У нас, получается, есть отрезок старой нити и новой нити. Их мы просто спрячем, как я уже сказала.
Если у нас закончились боковая нить рабочая и боковая нить как бы центральная, как мы добавляем? Также берем отрезок, вот таким образом продеваем в наш последний узелок, и это и будет наша центральная одна нить, а другая боковая. И ими мы будем проплетать опять же квадратные все узлы. Нити, которые у нас торчат, мы заправляем за заднюю стенку. Добавление нити при плетении репсового узла довольно простое. Мы берем дополнительный отрезок и делаем намотку так, как я показываю. Далее тот отрезок, который у меня сейчас белый, как бы вверх смотрит, я его спрячу под плетение. И все. И далее продолжу плести. Если у нас при плетении репсового узла закончилась нить основа, как мы будем ее добавлять? Тоже ничего тут сверхъестественного нету, мы просто берем нить, проплетаем репсовые узлы, а потом мы просто спрячем заплетение, и никто даже не заметит, что мы добавили. Главное, тут затягивайте посильнее, чтобы не было разрыва между как бы третьим рядом репсового плетения и четвертым.
Этот вариант подходит для добавления нити, где бы она ни находилась. Вы просто берете нить и делаете капельку клея, и вот такими движениями как бы их соединяете. Но также вы можете просто взять нитку с иголкой и прошить их. И если будет сильно выпирать, то лучше сделать как бы то место, где вы прошиваете, чтобы оно было с изнаночной стороны. Вот я таким способом часто добавляю нити.